Приветствую, друзья! Продолжая свои эксперименты со звуком, в компании 7 Гц, видимо, решили подобрать под себя еще и сегмент басс-хедных наушников. Так, в новой модели 7 Гц Legato они специально установили 12-мм излучатель, который бы работал исключительно на низкие частоты, имитируя собой неслабый такой сабвуфер. Ну а на второй динамик размером поменьше возложили ответственность сразу за средние и высокие частоты. Понятно, что данный производитель умеет делать качественный звук, но что конкретно из этого получилось, об этом мы с вами сегодня и поговорим. Собственно, поехали! Пришли наушники в эффектной такой коробке черного цвета с изображением непосредственно самих героев обзора, схемой их устройства в разборе, а также перечнем технических характеристик, где стоит отметить двухдрайверную конструкцию на динамиках с общим импедансом в 26 Ом и чувствительностью 108 дБ. Внутри во все пространство коробки идет солидных размеров кейс, уже в котором лежала, конечно же, инструкция, пара запасных сеточек на звуковод и 2 набора силиконовых амбушюр, в том числе, кстати, и знаменитые КБ-07. С кабелем на этот раз немного поскромничали. Он гибкий, витой, на универсальных вилочных коннекторах, но с несъемным штекером на 3,5 мм и сопротивлением на каждый из жил равным 0,48 Ома. Что, конечно, нормально, но не сказать, что вот прямо супер. Сами чашечки полностью выполнены из металла с системой из 4 компенсационных отверстий, средним по размеру звуководом и текстурой внешней части, немного напоминающей винил. Сидят наушники удобно, амбушюры дают приличную такую звукоизоляцию, да и смотрятся они весьма неплохо. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно вальяжный по длине импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1,5%, что немного выше нормы. Фаза ведет себя относительно естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 70 и 97 миллисекунд без каких-либо возмущений. По АЧХ мы имеем подъем низких частот на 15 дБ с правильным заходом на середину, заметно более скромное выделение области разбора, пик на 6,5 кГц и еще один легкий пик на 9 кГц для усиления резкости звучания. Далее нам сделали значительную яму, дабы подчеркнуть глубину сцены, и пиками на 15 и 17 кГц вернули в звук воздух, а также подсветили различные перкуссионные моменты. Что сказать, вполне стандартный график с уклоном на нижнюю часть диапазона. Со сменой амбушюр на синие, как видите, лишь немного прибирается его верхняя часть. В плане звучания же здесь прямо ощущаешь, как 12-мм динамик своими вибрациями буквально массирует ушные перепонки. Сильнее это делают только новенькие КБ Airpeaker, но там с высокими заметно попроще. То есть модель однозначно для любителей массивного такого глубокого баса, который здесь, кстати, неплохо передает структуру и имеет вполне убедительные атаки. Жаль, все это не так просто услышать, поскольку маскируется тем самым низкочастотным гулом вуфера. Кроме того, приятно осознавать, что на фоне подобных низких частот производитель не стал пересвечивать верха, избыточно задирая их по амплитуде. То есть верхняя часть средних частот и непосредственно сами высокие воспринимаются максимально естественно и сбалансированно, словно у нас стоит мощный саб и какая-то качественная акустика. Да, вуфер кажется немного избыточным по громкости, но он никак не цепляет и уж точно не портит работу средних частот. Середина, в отличие от только вышедших Tempotec AM05, тут не сливается с басом, а работает, как я уже сказал, словно совместно с сабом. Вокал здесь мне показался немного приближенным к слушателю, однако из-за правильной амплитуды подъема на области разборчивости он не пытается перекричать бас, а следовательно может ощущаться чуть задвинутым в глубину сцены. Но это чисто акустический эффект из-за разницы амплитуд. Особо в разрешение среднечастотный динамик уходить не пытается, работая скорее в максимум.
макро. Зато в отличие от планаров от этого же производителя, здесь достаточно массы, глубины, объема и выразительности, а значит намного лучше с погружением в музыку, передачей эмоциональной составляющей и, собственно, мелодичностью. Слушаются легато реально с большим удовольствием, а при прямом сравнении с полностью арматурными KV-Ears Orchestra Lite я вынужден констатировать просто превосходную передачу всей верхней составляющей трека, а это, скажу я вам, не так часто случается. Верха здесь не пересвечены, не тонкие, не имеют никаких артефактов, на которые так богаты те же Пекер в своей базовой комплектации. Как пример излишней яркости могу привести TRN TA3, хотя там это фирменный ход от производителя. То есть, обложившись всевозможными наушниками, потратив массу времени на прямое сравнение, ничего плохого о героях обзора я сказать не могу. Да, не для любителей баса, но сделано все настолько аккуратно и в балансе с остальными частотами, что лучше модели для ценителей этого самого баса я, честно говоря, и не припомню. Отличная прорисовка на середине, все нюансы на своих местах, нет никакой агрессии или очевидных попыток что-то спрятать или приукрасить. Прилично звучат эти легато, добавить тут нечего. Какой-то особой мощности от усилителя они не требуют, но в то же время любят, когда ее с некоторым запасом. По стилистике они полностью всеядны, однако из-за бас-ориентации понравятся далеко не всем. Хотя, если честно, им по силу даже передать звучание среднего по численности оркестра. Без размаха, конечно, но весьма достойно. Меня все устроило. И итогом динамические двухдрайверные наушники 7 Гц легато удобно сидят, кабель в комплект положили нормальный, выглядят они неплохо и прямо очень круто звучат. Да, с серьезным таким уклоном в бас, но даже он здесь приготовлен со вкусом. Ничего никуда не наползает, словно работает акустика и какой-то мощный сабвуфер. Средним частотам вполне хватает прорисовки, выразительности и мелодики, но по балансу их перетягивают низкие частоты. Впрочем, я отмечаю это как плюс, поскольку производитель не пошел на поводу у большинства и сохранил гармонию середины и верха. По качеству же верхней половины спектра модель лишь немного уступает более дорогим Orchestra Lite. Звук максимально естественный и живой, то есть такой, каким он и должен быть в хороших наушниках. Если вы любите доминирующий по амплитуде бас, уверен, эта модель не оставит вас равнодушными. Мне понравилось действительно грамотно сделанные басхедные наушники. А на этом у меня все. Это были наушники 7 Гц легато. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзьям, добра.